Здравствуйте, Оксана Бойченко сегодня с вами. Я хочу вас познакомить с нашим новым женихом. Замечательный парень, его зовут Гавин. Он живет здесь, в Калифорнии, буквально недалеко от меня, в месте, которое знаменито по всему миру, которое называется Наповали. У него большой четырехкомнатный дом, он готов к отношениям, он у нас очень высокий такой очень творческий, вы узнаете про него из нашего видеоинтервью. И он у нас будет принимать участие в нашем туре любви, который вот будет в Калифорнии буквально через 3 недели. Гавин настроен очень серьезно к тому, чтобы создать семью. Так что давайте посмотрим наше интервью. Well, Gavin, you're here with us today, huh? Yes, I am. Look at you, the way you're looking, so chic. Thank you very much. I Where is appreciate it coming from, like all this style and everything? I'm just a creative kind of person. You are creative. Девочки, это, пожалуйста, это Гавин. У нас сегодня, do you speak in Russian, by the way? Немного. Немного, you speak a few words. Он у нас такой вот шикарный такой мужчина, очень высокий, большой, вы видите, у меня 1,75 м ростом. Представьте, Гавин, насколько он выше, да. И он у нас такой вот шикарный в таком одеянии сегодня, мы сейчас вам расскажем, почему. Alright, Gavin, so tell me about, where all this style is coming from. Well, I've always been a creative person over my lifetime, cooking, artwork. It started very early on, with my first set of crayons, just creating things, and I've just been gifted in that area. Гавин сказал, что он очень творческий человек, и с самого раннего детства, начиная рисование с карандашами и так далее, у него просто это творчество уже в нем. Кстати, между прочим, Гавин живет в Калифорнии, недалеко от меня. Он живет в Наповали, и Наповали это считается, люди, которые живут в Калифорнии, они это очень хорошо знают, вообще во всем мире, в принципе, знают. Это долина, где производят самые лучшие вина. То есть это такая знаменитая, это world-known place, Napovali, да. И у него там свой большой дом. You have a big house there, like 4 bedrooms. 4 bedroom, 2 bath. Yeah. It's all paid for. I worked hard my whole life, and now it's paying off. Yes, okay. У нас такой большой дом, 4-комнатный, с двумя ваннами, так что у него полностью выплаченный дом. Это совсем не дешевый дом, так что там достаточно места. So you have plenty of room for the family. Yes. Yes, fully ready for a family. Fully ready for a family. So tell me about what do you do for a living? I know that you've been recovering for a couple of years after the injury from your work. Гавин, я его спросила, чем он вообще занимается, он пару лет вообще приходил в себя, он повредил свою спину во время работы, он работал, so you were working in the construction, you were managing transportation, okay. Это компания по транспорту, и у них большие склады, он был менеджером, управлял сотнями людей, но он повредил свою спину, поэтому пару лет он себя... За эти пару лет у него была возможность обдумать очень большие планы на будущее. So, what type of plans you are coming up with? I'm coming up with starting a small business, hopefully in the fashion industry, because I find that's kind of fun. Yes. But I'm not going to limit it to that. I'm looking at, And you've been already in the fashion industry. Yes, I have. You actually tested the market. You've been already designing some of the things. Yes, I have. And it's funny how you said it. You are the only straight guy in the whole industry. It is. It's really funny going down to the fashion district. Yes. Because they don't know how to look at me. I'm a big guy, and I'm straight. And it's a strange concept for most of the people down there. They're absolutely the most wonderful people you'd ever want to meet. Yeah. То есть Гавин сказал, он из линии, у него индустрия это в моде, он сам уже дизайн некоторой одежды сделал, он сейчас стартует этот бизнес, но когда он тестировал маркет, вот за эти пару лет, когда он в себя приходил, то есть он говорит, люди на меня смотрят, говорит, я единственный мужчина, который не гей, да, который любит женщин. Гавин, он сделал несколько дизайнов одежды, мы, кстати, вот сейчас покажем примеры, чего он вообще сам сделал. То есть у него такой талант, то, что он может с материалом правильно работать и то есть все эти кусочки, все это складывать, то есть женская одежда. И этот бизнес он сейчас стартует, то есть он сейчас разрабатывает все эти вещи, и он этот бизнес стартует. Поэтому у нас парень очень творческий, very creative person, super creative person, yeah. Okay, so let's talk about how do you, I know that you are very serious. Гавин, он вообще очень серьезный парень.
I want to actually make a really statement here. How long will it take you to make a choice about the special someone who you want to marry? Possibly at the get-together in Los Angeles. Я спросила Гавина, насколько он вообще будет готов сделать быстрое решение в плане женщины. Я знаю, я вам вот буквально гарантию даю, то что этот мужчина, он не будет долго думать. Этот мужчина, он в течение даже нескольких недель может сделать решение по поводу брака. Вот, он у нас будет принимать участие в нашем туре любви, он у нас вообще на 100% джентльмен. То есть он верит в то, что отношения должны быть сексуального плана отношений должны быть уже после того, как вы сделали решение, что вы будете вместе, так что он на 100% джентльмен. И он, конечно, он решение сделает очень быстро в плане партнера на всю оставшуюся жизнь. Okay, let's talk about that partner. Okay. The partner. The partner. Who is she? Tell me about her. What is the things? Я его сейчас спросила по поводу женщины, которую он видит рядом с собой. Какого плана девушка ему нужна? A woman that knows what she wants. Женщина, которая знает, чего она хочет. A confident woman who can share my passion. Уверенная в себе женщина, которая может разделить с ним его страсть. For a romantic relationship. К романтическим отношениям. And we have to meet on a cerebral level. Okay, describe cerebral. We have to meet up here. Mentally have to meet up. Да. Because that makes the biggest difference in the world. Он сказал, что нам нужно говорить ментально, просто чтобы мы на одном уровне были, потому что это самая главная вещь, которая держит нас вместе. So, what about the age? Age, I'm very open. Да. По поводу возраста, он открыт в плане возраста, он даже рассматривает девушку своего. How old are you? I'm 55. Да, ему 55 лет, то есть он открыт даже близко к своему возрасту или моложе. Это совершенно не имеет значения. Для Гавина, что важно, это настоящая химия. Это быть с правильным человеком и прожить всю вместе жизнь вместе. Для него вот эта вот химия, это самое-самое главное. Так что он, so you're open towards having kids, not having kids, if she has kids, if she doesn't have kids. Exactly. Yes. And if she has kids, I will treat them like my own. I know you will, yes. И Гавин, он открыт тому, чтобы иметь детей или не иметь детей, или принять ваших детей. Если у вас есть дети, то он их примет как своих, и он будет к ним относиться как к своим собственным, к своим родным детишкам. Okay, so you are ready. I'm ready. You are ready. Он на 100% готов. You ready mentally with your heart. Now let's talk about how do you think you will transform her life. What are you gonna bring? What are you gonna do for your woman? Я Гавина спросила, что он для своей девушки готов сделать. The first thing I would want to do is make sure she felt comfortable, so she was secured and didn't have to worry about things. Самое первое, что он убедится, это чтобы вы чувствовали себя комфортабельно, чтобы вам не приходилось ни о чем совершенно заботиться. So that would be the first thing. The next thing is to let her know that she's loved. И вторая вещь, это самая главная вещь, это показать ей то, что она любима. And I'm also a very forgiving person. И он очень легко забывает вообще вещи, прощает очень быстро. Okay. So you're a very romantic person, right? Very romantic. Yeah. You're like, девочки, он вообще настолько романтичный. Он даже ко мне в гости приехал с цветами, с шоколадом. То есть он действительно, он умеет ухаживать за женщиной, он умеет давать ей внимание. You like giving the flowers, the candy, yes. The whole experience. Yeah. I mean, public displays of affection are very normal for me. Yeah. And I think that adds something to the relationship is when you can feel relaxed enough to show your partner, your wife, that she's loved in front of everyone else and not be poorly mannered about it. Yeah. То есть он действительно, он умеет ухаживать, он говорит, я, говорит, настолько, говорит, открытый человек, что я, говорит, не стесняюсь людей. Если я люблю кого-то, то я не стесняюсь, что подумают другие, мне все равно. Самое главное, чтобы она чувствовала, что она любима. И я не держу вот эти вот чувства в себе, у меня настолько много любви, которые он готов дать этой особенной женщине.
Гавин у нас будет участвовать в нашем туре любви в Лос-Анджелесе, вот буквально уже через несколько недель. И я вам гарантирую, я вот сейчас на записи здесь вам гарантирую, что даже в течение нескольких недель этот мужчина уже будет женат, потому что он знает, чего он хочет, он готов к любви, у него открытое сердце, он готов предоставить просто шикарную жизнь. Жизнь в Калифорнии, жизнь в Силиконовой долине, и он готов с вами пройти всю вот эту вот оставшуюся жизнь и наполнить вашу жизнь счастьем и любовью. Гавин, couple of words for the special someone who might be looking at you right now. Do you have something to tell her? What I would say is, I'm just a big teddy bear. I'm a big person and I can intimidate people, but that's not my nature. I'm very well liked and I'm actually funny on occasion. Гавин сказал, я его спросила пару слов для вот той особенной женщины, которая смотрит сейчас на него. И он сказал, говорит, вот ты смотришь на меня, я вот такой вот большой, говорит, но я, говорит, на самом деле плюшевый мишка, я, говорит, такой добрый, я романтичный, и, говорит, так что не пугайся моего размера. Гавин, действительно, он, я не знаю, по 2 метра ростом, наверное, очень высокий, такой крепкий. Он сейчас у нас худеет, просто вот он эти пару лет немножко расслабился, пока он себя приходил после болезни, и он немножко расслабился, сейчас он у нас худеет. Так что Гавин на 100% готов, дайте нам знать о вашем интересе в этом замечательном мужчине, и мы вас познакомим, ждем ваших сообщений, моя контактная информация внизу этого видео, поэтому дайте мне знать о вашем интересе и давайте знакомиться. И Гавин у нас будет в туре любви, который вот будет в апреле, так что там я ему буду помогать с оформлением, найти правильную женщину для серьезных отношений. Gavin, thank you so much. Thank you. Thank you. Да, вот такой серьезный у нас парень. Окей, моя контактная информация внизу этого видео. Дайте мне знать о вашем интересе. Еще раз, помните, Гавин рассматривает совершенно разных возрастных групп девушек. Ему 55 лет, и он рассматривает и помоложе, и постарше. Он ищет настоящую просто химию с тем правильным человеком. Дайте мне знать о вашем интересе, и мы вас сейчас можем познакомить по видео. А встретитесь вы с ним вот буквально через несколько недель в нашем туре любви.